Привет, друзья! Меня зовут Иван. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я попробую распаковать свой новый iPhone 13 Pro, который я купил только что. Сегодня вот доставили. Зачем я это делаю, не совсем понимаю. Наверное, хочу с вами поделиться свежими и яркими впечатлениями от покупки. Все ролики про распаковки новых айфонов я уже посмотрел. Долго решался брать, не брать. Ну, в общем, взял, купил 512 Sierra Blue iPhone Pro. iPhone 13 Pro. Это не Pro Max, а просто iPhone 13 Pro. Не терпится его открыть, но для начала хочу с вами поделиться, а может быть даже и с собой, вспомнить историю своих айфонов. Давайте вернемся немножечко назад. Вот такой вот когда-то iPhone я купил с большой радостью. Очень тогда были сильные впечатления от него. Знаете это что? Давайте откроем, посмотрим, что это такое. До сих пор живой. Это iPhone 6s. iPhone 6s, представляете? Вот сейчас мы об мое спортивное голубое полотенце его немножечко вытрем. Тут наклеена пленка, он у меня на кухне находился часто, и он тут немножечко замаслился всяким жиром. Но пленку можно снять. Это отличное устройство. Тонкий, классный, такой белый, серебристый. В руке отлично лежит, держится. Работает у него и Touch ID, и у него есть NFC, поэтому можно использовать Wallet, платить. То есть вообще отличная вещь. Классная. Жалко, что теперь, конечно, он морально устарел, и скоро на такие айфоны перестанут выходить какие-либо обновления. Вот. И, конечно, притормаживает он, но, честно говоря, притормаживает он не критично. Видите, вот все, в принципе, запускается и работает. И можно сказать, что если его к Wi-Fi только подключить, он подключен, да. Ну, в общем, все работает, все довольно быстро грузится. Ну, конечно, уже не так, как на новых айфонах. Ну, как музыкальный плеер, как метроном я его часто использую. И вполне нормально он себя чувствует в этой роли. Вот видите, музыку играет. Вот в качестве метронома стучит. В общем-то, у него разъем джек 3,5. Вот этой вот 3,5 мм. В общем, классное устройство. Не знаю, жалко, что, конечно, приходится от него избавляться. Я его пока не планирую продавать, потому что просто получить за него, наверное, можно 5 000, а реально он стоит гораздо больше. То есть все сервисы Apple на нем работают. Видите, какая маленькая камера. Вот. Я думаю, он мне еще послужит. Оставлю его. Не могу отделаться от кайфа от того, что он такой округлый, классный, тонкий, вообще класс. Ну, естественно, у него... Нужно еще сказать, что батарея у него через столько лет использования. Я его, по-моему, купил чуть ли не в каком-то 13-м, что ли, году. Не помню сейчас точно. Давайте посмотрим на батарею. Аккумулятор тут где-то. Аккумулятор. Вот, аккумулятор. Состояние аккумулятора. Посмотрим. Вот, максимальная емкость 79%. Вот видно? 79%. Это, конечно, так себе. Реально он, даже когда лежит, он, ну, может быть, часов 5 потом садится. А если им пользоваться, он, наверное, сядет через час. Я его недавно зарядил, у него сейчас 55% показывает. Ну, короче, классный аппарат, очень приятный в руке, просто идеальный, я бы сказал, iPhone был. Жаль, с ним будет расставаться. Что было потом? После этого у меня была еще 10-ка, я ее продал, поэтому показать ее не могу. Ну вот, своей дочке и своей подруге я купил вот такие вот 8-ки. Коробка, к сожалению, не сохранилась. Такая вот красивая, прекрасная 8-ка. Камера, видите, побольше у нее. Вот, даже я бы сравнил. Потому что корпуса у них совершенно идентичны. Вот по размеру, видите, абсолютно идентичные корпуса, только камера разного размера. Экраны одинаковые. Вот, Touch ID здесь просто механический, а здесь уже такой тач, ну, как и на 7-ках. С 7-ок это началось. А в принципе лицо, видите, ну, совсем вообще одно и то же. То есть Apple не заморачивался, просто делали новые устройства почти такие же, как старые. Точно такой же, но другой. Тут, конечно, вот эта стеклянная крышка, а здесь у меня пленка наклеена, здесь корпус металлический. Но все равно, в общем, вот это вот ощущение кайфа от тонкости. Мне кажется, вот 6-ка даже потоньше ощущается, чем 8-ка. Ну, в общем, ощущение кайфа от округлых краев и от вот этой толщины. Ну, класс, короче, вообще класс. Мне очень нравится, очень впечатлило меня тогда. И 8-ка это мне очень сейчас нравится. Ну, конечно, жаль, что морально устаревают эти аппараты, приходится их, как говорится, приходится от них избавляться. Ну, 8-ка еще послужит, возможно, мне удастся ее неплохо продать. Ну, а на что же я меняю свой аппарат? Какой у меня сейчас на службе? Сейчас у меня на службе вот этот.
Когда я его открывал, я такого эффекта вау не ощутил. Давайте вспомним, как он выглядел. Единственный эффект вау от того, что он вот такого вот классного зеленого цвета. И у него сзади матовая крышка. Матовая крышка, вот такая вот зеленая. И долгое время я его носил в таком серьезном чехле. Но недавно мне посоветовали чехол. И спасибо моему знакомому Евгению, товарищу, другу, который посоветовал мне вот такой вот чехол SpyGen, который вот я его купил исключительно ради того, чтобы сохранить, чтобы видеть цвет. Сейчас мы его сюда вставим, чтобы вы поняли, чтобы цвет вот, да, сохранялся, чтобы видеть его, потому что, ну, жалко, да, носить телефон в чехле, и когда ты не видишь его цвета. Плюс он хорошо защищает, у него здесь бамперы. Плюс у него вот это вот, у него классная вот эта штучка есть, которая помогает поставить телефон для просмотра ютубчика. Ютубчик мы сейчас постоянно смотрим, да, постоянно все. И вот как бы вот если вот так смотреть, то эта вот подставка, она незаменима. А она здесь очень продвинута, она на магнитике, на таком бац, и вот закрывается. Раз, открывается, закрывается. Ну и за нее еще удобно вытаскивать телефон из кармана. Так что вот сейчас вот это у меня боевой телефон iPhone 11 Pro. Я на него очень много фотографий сделал, очень много видео снял, в том числе обзоров на вот этом вот, как я сказал, спортивном полотенце голубом. Жалко будет с ним расставаться, но требование времени, а еще желание, ну и возможность, в принципе, есть. Подзатянул немножечко ремешок, но что делать? Пойдем дальше. Прогресс не стоит на месте, а деньги мы зарабатываем для чего? Правильно, для того, чтобы их тратить. И давайте приступим к распаковке, собственно, непосредственно виновника торжества, вот этого Sierra Blue. Ох, прям как-то боязно мне. Ну что, открывать? Эх, давайте открывать. Я купил какой-то не российский, не ростестовский телефон в компании Store 77. Всегда там покупаю, все вот эти айфоны, ну, начиная с 8 были куплены там. Поэтому надеюсь, что все хорошо. Не знаю, из какой он страны. Тут вот сходу не видно. Я думаю, что, скорее всего, американский. В общем, открываем. Давайте, 2 хвостика. 1 хвостик. Эх, нет такого ощущения, как от той пленочки. Но приятно все равно открывается. 2 хвостик. Да. Переворачиваем. Ну, коробка легко открывается, совсем не так, как та. И почему-то крышка такая тяжелая. Реально тяжелая крышка. Тяжелее, чем та. О, а тут, видите, для камер даже дырочка проковырена. О, вот это камеры. Сравните размер камер у 6s и вот у 13 Pro. Сравните размер камер у 8 и 13 Pro. Сравните размер камер у 11 Pro и 13 Pro. Реально какие-то монструозные камеры по размеру. Возьмем его аккуратно. О, тяжеленький. Откроем. Ага. Для, как говорится, тех, кто на бронепоезде, вот это питание, кнопка здесь, вот это громкость, вот это вот звонок переключать. Открываем экран. О, все-таки, когда они новые, это такой кайф. Ну, что я могу сказать? Угловатые края ощущаются. Тяжесть ощущается. Ну-ка, а с этим сравним как? Ну, он в чехле, конечно. Тяжесть тоже ощущается, но угловатых краев не ощущается. Так. Камеры, конечно, огонь просто. Огнище. Огромные. Ну, давайте включим. Включайся. Ох, я так долго держал, уж боялся, что не включится. О, кладешь его, и он как-то лежит неровно. Смотрите, видите? Камеры дают выступ, и поэтому он лежит неровно. Но так, если особо не качать... Hello! Hello, hello! В коробочке, как мы знаем, у нас кабель Type-C на Lightning, чтобы заряжать можно было. Ну, я так понял, больше ничего. А, есть вот эта штука для извлечения симок. Одно яблочко. И инструкция.
Минимальный набор. Ну, это мы все видели в других роликах. Просто убедились. Даже пимпочка вот эта блестит просто шикарно. Кабель нам пригодится. Зарядка у нас есть. Мне настоятельно предлагали купить еще и зарядку, и наушники. В общем, все вот это то, что нам не нужно. Ну, понятное дело, экономят теперь на коробках. Меньше отходов. Хотя, скорее всего, коробки все сделаны из переработанного материала. Так, посмотрим, что тут у нас тут. Привет. Ну, давайте настроим. Ох, какой экран классный. Очень четкий экран и очень высокого разрешения. Япония он нам предлагает. Так, это что, для Японии сделанный аппарат? Если это так, то я буду сильно ругаться. Потому что аппараты, сделанные для Японии, не умеют отключать звук фотографии. Но, как ни странно, он включился на русском языке. Вот что мне беспокоит. Как он понял, что он в России? Так, ну, на этом месте я не знаю, интересно ли вам смотреть, как он будет настраиваться, этот iPhone, соединяясь с моим прошлым айфоном, русский язык. Поэтому спасибо, что смотрели. Я сейчас начну настраивать этот iPhone, поднеся к нему старый iPhone. Если вам интересно, то можете дальше смотреть, как это будет происходить. Быстрое начало. Поднесите текущий iPhone к этому для входа и настройки. Разблокировать и продолжить. Настройка нового iPhone происходит. Нажимаем продолжить. Всегда вот эта магия меня, конечно, потрясала. Нужно вот на это облачко навести камеру. И пошла жара, как говорится. Установка языка и прочего. Введите код-пароль своего другого iPhone. Введем. Если вы видели, то я это вырежу обязательно. Вот идет активация. Все, 8 пойду верну обратно своей дорогой любимой женщине. 6s спрячу. Подумаю, как его использовать. Как резервный телефон использую его. Давайте сделаем загрузку из iCloud, потому что это быстрее. Facebook, по крайней мере, работает. Так, а экран можно поярче сделать? О, какой яркий. Класс. Так, Facebook, лента. Ну вот насчет 120 Гц не знаю. Конечно, есть ощущение того, что когда ты что-то пролистываешь, оно листается более плавно. Я не буду сейчас другой iPhone брать, чтобы не портить себе впечатление. Но, в общем, можно посмотреть в YouTube ролики о том, как это все происходит, если ты листаешь это на старом iPhone и на новом. Здесь вот виджеты подтянутся скоро, и все у меня будет хорошо. Вот почта. Защита конфиденциальности. Не надо это защищать. Защищать конфиденциальность в почте не получится, потому что в России у нас это отключено. Ну вот она, тема моя темная. Ну что, мне нравится. Мне нравится. И главное, вот эти здоровенные камеры. Ну-ка, выбрать стиль. Фотографические стили. Настроить позже, я не знаю. Так, что здесь? Трехкратное увеличение. О, здесь можно фоткать, получается, макрообъекты. Смотрите, как здорово. Можно сфоткать полотенце с трехкратным увеличением, и он фокусируется. О, как, видали? Я читал где-то, что какой-то врач уже то ли зубы, то ли кожу какую-то, в общем-то, своим пациентам фоткает и использует для этого iPhone как макросъемку. На этой позитивной ноте я заканчиваю свой ролик. Я настроил свой новый iPhone. Открыл его, посмотрел. Я хочу сказать, что, конечно, здесь Sierra Blue называется, но он никакой, вообще ни разу не синий. Сказал, что он какой-то серый, серо-голубой. Может быть, это на фоне этого полотенца так видно. Ну, в общем, я бы сказал, что он скорее белый. Вот, смотрите, сравните, да? Вот белый, а вот какой-то серо-синий. Эх, хороший все-таки был iPhone 6s. Жаль. Ну вот, разница поколений. Вот она. Зафиксировали? Все, спасибо, что смотрели. Пока-пока.